9 февраля случилось то, чего мы с вами долгое время боялись. Сейчас весь рынок стоит на ушах из-за того, что вся крипта улетела на десятки процентов вниз. Но почему? А все потому, что США сделала самый жесткий шаг к регулированию крипторынка. И события начали развиваться так быстро, что буквально за один день SEC успела полностью запретить стейкинг на бирже Kraken, заставила ее заплатить огромный штраф и уже начинает придумывать план по контролю всего крипторынка в Америке. Видимо, прошлогодний крах Terra Luna и скандальный случай с FTX все-таки действительно заставили Америку по-настоящему взяться за регулирование. На данный момент SEC держит четкий прицел именно на стейкинг, ведь чиновники по-прежнему считают, что токены на системе Proof of Stake можно назвать незаконными акциями, из-за чего такие монеты как Ethereum, BNB, Polygon и сотни других находятся под серьезной угрозой. Но, как утверждает глава SEC Гэри Генслер, они хотят сделать только лучше, чтобы крипторынок регулировался и инвесторы были полностью защищены. И в данном случае мнения людей насчет этого громкого события максимально расходятся. Например, самый крупный биткоин-кит Майкл Сейлор хочет, чтобы крипта регулировалась, ведь это поможет ей только развиваться. А вот гендиректор Coinbase наоборот говорит, что это может стать самым худшим решением для США. Но несмотря на то, кто в будущем окажется прав, факт остается фактом. И крипта максимально негативно отреагировала на это событие. Особенно эфир, который является лидером монет на POS. Сейчас все задаются вопросами, что же будет делать SEC после блокировки стейкинга на Kraken, и возможно ли нам увидеть полное регулирование. Эти вопросы мы и будем разбирать в этом видео, так что смотрите ролик до конца и вы узнаете, зачем SEC запрещает стейкинг, почему токены POS находятся под угрозой, какие плюсы и минусы приносит регулирование и что будет с криптовалютой. Перед просмотром огромная к вам просьба, поддержите это видео лайком, ведь как вы могли заметить, мы сделали это видео максимально оперативно, и это точно заслуживает вашего пальца вверх. Так что всем приятного просмотра, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Для того, чтобы вы четко понимали, с чего все началось и чем это может закончиться, давайте постараемся восстановить всю хронологию событий. Данная история начинается с того, что 9 февраля в нашем телеграм-канале мы опубликовали вот этот пост, в котором сообщили, что генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг рассказал, что до него доходили слухи о том, как SEC хотела бы запретить стейкинг криптовалюты для розничных инвесторов. И он добавил: «Я надеюсь, что это не так, поскольку я считаю, что это был бы ужасный путь для США, если бы это произошло». Ну а далее события начали развиваться максимально быстро. Тем не менее, мы всегда оставались на связи и продолжали публиковать для вас всю актуальную информацию. Поэтому, чтобы в будущем вы не пропускали самые важные новости и события, подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Ведь сделать полноценное видео на YouTube занимает много времени, а в Telegram мы 24/7 на связи. Так вот, возвращаясь к событиям, еще давным-давно глава SEC Гэри Генслер заявил, что криптовалюты, которые можно стейкать, квалифицируются как ценные бумаги, из-за чего SEC может спокойно штрафовать компании, которые их выпускают. И первым серьезным звоночком для запрета именно стейкинга было предупреждение SEC, которое опубликовали 7 февраля на официальном сайте. В этом предупреждении, по словам SEC, некоторые компании предлагают криптоинвестиции или тот же стейкинг токенов, но они могут быть ценными бумагами, которые предлагаются без регистрации SEC, что не дает никаких гарантий инвесторам. Казалось бы, ничего страшного в этом предупреждении не было, и можно было подумать, что SEC наоборот хочет спасти деньги инвесторов. Но уже 9 февраля мы получили информацию, что SEC обвинила биржу Kraken в том, что она предоставляет стейкинг крипты, который можно сравнить с получением дивидендов от акций. В жалобе утверждается, что Kraken рекламирует свою инвестиционную программу стейкинга, предлагая простую и прибыльную в использовании платформу для клиентов, без должного соблюдения правил о рисках. И знаете, что после этого сделала SEC? Просто-напросто запретила стейкинг на бирже Kraken и выставила штраф в размере $30 миллионов. Биржа Kraken, наверное, вспомнила, чего стоят разборки SEC, глядя на Ripple, поэтому решила закрыть этот вопрос как можно быстрее, без лишнего шума. Поэтому Kraken написала, что закрывает стейкинг на любые активы, поставленные американскими клиентами, за исключением эфира, который не будет отменен до обновления Шанхай. И теперь клиенты из США не могут стейкать новые активы, включая тот же эфир. До
этого дня биржа Kraken предлагала 24% доходности от стейкинга, но SEC подчеркнула, что риски, которые берут на себя инвесторы, мало защищены. Таким образом, главная претензия SEC заключается в том, что биржа не предоставляет должной страховки рисков клиентов. Ну и после этой безвыходной ситуации Kraken, естественно, согласилась оплатить штраф в размере $30 миллионов. Такая в кавычках хорошая новость просто за несколько часов убила весь потенциал крипты, который мы наращивали за последнее время. Ведь биткоин улетел на 6% вниз, эфир, который сейчас под высокой угрозой, упал на 10%, ну а другие токены на системе POS также показывали от 5 до 10% убытков. Картина, конечно, печальная, но даже в таких ситуациях можно получать прибыль, если использовать качественный анализ рынка. И для этого есть наша подписка Coin22 Pro, которая позволяет абсолютно любому новичку или опытному трейдеру получать прибыльный анализ рынка от аналитиков Coin22. Наши аналитики уже проанализировали данные условия рынка и начинают подготавливать для вас множество прибыльных сделок. А также у меня есть хорошая новость. Теперь подписка Pro позволяет получить подробное обучение, благодаря которому любой новичок сможет начать зарабатывать на криптовалюте. Так что не упускай такую возможность, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и начни зарабатывать уже сегодня. После того, как SEC обвинила Kraken, события начали развиваться еще быстрее. Например, налоговая служба США подала судебный документ с просьбой разрешить принудительно подать повестку на получение информации против криптобиржи Kraken и ее дочерних компаний. Сейчас налоговая США проводит расследование для определения личностей, которые проводили транзакции на Kraken с 2016 по 2020 год. Это нужно для того, чтобы дополнительно обвинить биржу и клиентов в неуплате налогов, ведь Kraken зарегистрирован в США, хотя Coinbase, которая также находится под юрисдикцией США, спокойно предоставляет стейкинг и к ней никаких претензий нет. А представитель Coinbase сказал, что биржа планирует продолжать предлагать свои услуги по стейкингу, который отличается от Kraken. Но самое интересное — это мнение Генслера, ведь он считает, что SEC наоборот хочет помочь крипте развиваться. И он сказал: когда вы принимаете условия компании по стейкингу, вы соглашаетесь с тем, что размещение ваших токенов может означать передачу вашей собственности. И он вспомнил популярную фразу «не ваши ключи, не ваша криптовалюта». Из-за этой фразы многие инвесторы осторожны при внесении средств на централизованные биржи. И Генслер сказал, что аналогичные опасения должны распространяться на программы стейкинга, предлагаемые биржами и другими компаниями. Генслер считает, что инвесторы должны рассмотреть вопрос о том, действительно ли централизованные биржи делают ставки на свои активы. Ведь некоторые платформы, как та же FTX, могут направлять деньги куда угодно, из-за чего они вообще не гарантируют безопасности. Генслер добавил, что эти проблемы касаются абсолютно всех программ стейкинга, таких как пулы ликвидности, криптодепозиты и так далее. Он сказал, что отсутствие соответствующего раскрытия информации означает, что в настоящее время у инвесторов нет возможности найти ответы на эти вопросы и проблемы. По его словам, это главная причина, по которой SEC хочет, чтобы компании соблюдали законы о ценных бумагах. Такие заявления указывают на то, что SEC строго относится к стейкингу, тем не менее они в конечном итоге могут создать условия для надежной работы крипты. На самом деле полное регулирование действительно может сильно изменить криптоиндустрию, поэтому если вы желаете увидеть подробный ролик о том, как будет работать регулирование, ставьте как можно больше лайков, и мы его сделаем. Но эта ситуация не осталась без комментариев главы Kraken. Гендиректор биржи Джесси Пауэлл объяснил, что биржа не решилась на суд с SEC, считая, что их победа маловероятная, и биржа Kraken не выдержит судебных издержек. SEC напала на Kraken во время медвежьего рынка и ждала, пока она уволит 30% своих сотрудников. И, как сказал Пауэлл, у них есть возможности и много рычагов давления. В то время как заявления Генслера подразумевают, что криптокомпании могут соблюдать правила регулирования, отсутствие четкого регламента работы может быть равносильно фактическому запрету. К этому мнению пришла комиссар SEC Хестер Пирс, которая известна как криптомама, ведь она выступает за криптовалюту и ранее предлагала множество законопроектов для улучшения работы крипты. Касательно запрета стейкинга на Кракене, она заявила, что регулирование таким путем не является эффективным или справедливым способом регулирования. И она сказала: сегодня SEC закрыла стейкинг Kraken и посчитала это победой для инвесторов, но я с этим не согласна. Пирс считает, что подход SEC к такому формату регулирования полностью не подготовлен и в будущем работать не сможет. Кстати, нам было бы интересно услышать ваше мнение касательно регуляции, поэтому напишите в комментариях, согласны вы с SEC или считаете, что регуляция крипты невозможна. Но критиковать
SEC начали и другие известные личности. Например, Ethereum Кит Адам Кокран сказал, что Генслер не является регулятором. Он агент программы борьбы с крипторынком, который стремится использовать власть в своих целях. И задал вопрос, почему те же стандарты не были применены к Кудрявому Сэму. Но с Кудрявым ситуация немного другая, ведь биржа FTX зарегистрирована не в Америке, а на Багамах. Да и коррупционные схемы с Генслером тоже сыграли свою роль. Также генеральный директор Blockchain Association утверждал, что этим вопросом вообще должен заниматься Конгресс, а не SEC. Дополнительно основатель сообщества Ethereum в своем твиттере написал, что SEC могла бы принять немного другие меры для Кракена, а не просто внезапно выписывать такие большие штрафы. И в криптосообществе появился интересный вопрос о том, как Кракен мог бы зарегистрироваться в регуляторе SEC, если у них нет четких правил. То есть понимаете, какой абсурд? SEC требует от криптобирж, чтобы они были зарегистрированы, но зарегистрироваться они не могут, поскольку четких указаний, как это можно сделать, нет. Это, честно говоря, смешно, но стоит уже наконец-то признать тот факт, что крипта потеряла свое главное преимущество, а именно децентрализацию. Сейчас огромное количество компаний выходят на рынок, создают свой продукт и выпускают собственные токены, чтобы на этом, естественно, заработать. Конечно, из-за этого мы получаем сотни, если не тысячи скам-проектов. Далеко ходить не нужно, та же биржа FTX, которая была одной из крупнейших криптокомпаний, и то умудрилась проворачивать такие махинации. А это все потому, что не было абсолютно никакого регулирования. Она тихонько себе числилась на Багамах, предоставляла услуги абсолютно для всех граждан, включая США, но при этом имела кучу проблем, которые позволили одним прекрасным днем обанкротиться. Я считаю, что если мы реально хотим, чтобы крипта выходила на глобальный уровень и была признана официальным активом, это возможно только при должном регулировании. И в этом ничего плохого нет. Те, кто желает остаться на стороне децентрализации, пожалуйста, есть DEX-биржи и различные платформы для торговли. Но не забывайте, что их любят очень часто взламывать. И в случае потери денег никто вам ничем помочь не сможет. А про удобство и функционал я вообще молчу. Правильный подход к регулированию реально может только улучшить сферу крипты. И, например, новым людям, которые желают изучить криптосферу, это сделать будет гораздо проще. Но у крипты есть огромное количество проблем, которые максимально усложняют регулирование. Ведь даже SEC хочет, чтобы биржи были зарегистрированы в регуляторе. Но как это сделать, они не знают. Ситуация с биржей Kraken, конечно, позволила сделать первые попытки, но для полноценного регулирования нужно потратить явно не один день и не один год. И если мы желаем признания рынка крипты, ему 100% нужно пройти через все эти сложные этапы. А если тебе интересно, что будет дальше с биржей Kraken, то переходи в наш Telegram. Там мы будем выпускать свежие новости. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И как всегда, увидимся очень скоро. Всем пока!